Речь Посполитая появилась в результате договора между Королевством Польским и Княжеством Литовским. Предпосылки для этого договора возникли еще в 1385 году, когда Литва приняла католичество и польскую корону. И забил гвоздь окончательный брак 18 февраля 1386 года между князем литовским Ягайлой и польской королевой Ядвиги. Они там приняли пару законов, так сказать, союзы и так далее, что позволило немного сблизить страны, но не до конца. Но лишь в 1569 году под давлением общей угрозы два народа наконец объединились. И этот пакт назывался Люблинская уния. То есть под знамя одного монарха они ушли. В одно федеративное государство они объединились, и за 200 лет ее существования границы раздулись до невероятных размеров, от Прибалтики до Дикого поля и от Силезии до Смоленска. И, в общем-то, в 18 веке из-за свободы слова, так сказать, и она ослабела, и ее разделила Австрия, Пруссия и Россия. В общем-то, сегодня мы начнем восстанавливать Речь Посполиту за Королевство Польское. И для начала я решил напасть на Мазовию и забрать Варшаву. После я питал, так сказать, план для захвата Тевтонского ордена, потому что он представлял угрозу большую. Во-вторых, у меня там были претензии небольшие на Данциг, польскую провинцию, с польской культурой провинции. И также я еще до этого забрал Силезию. Кстати говоря, исторические враги королевства польского был Тевтонский орден, Богемия и, конечно же, Орда. Тевтонский орден и Богемия из-за спорного региона. Силезия. Чехия хотела съесть Силезию. Тевтонский орден тоже бы не отказался от Силезии, собственно. И даже на некоторое время Чехия попала под контроль Польши. На некоторое время, когда у них были междоусобные войны. Да. В общем-то, у нас какого-то хрена в Польше высадилась Тунисия, а вернее в Европе. Я решил дать ей отпор и захватить, так сказать, Запорожье. И часть и часть Литовского княжества, которую она забрала. Но не вышло ничего. Так сказать, я решил отправиться на фронт с Тевтонским орденом, чтобы забрать себе пару провинций. Я решил В общем-то, вы видите. После этого я решил быстро законвертить их. Не законвертить, а закорить и наладить там экономику и так далее. И попутно я думал, что лучше сделать, напасть на княжество Литовское или на Тунисию, но Литовское княжество меня опередило и решило напасть первым. Я, конечно, не растерялся, за меня вступились союзники, я взял еще солдат. Себе успел сделать, и моя армия значительно превосходила армию Литовского княжества. Армию Литовского княжества. После этого я решил забрать часть территории Литовского княжества досрочно до завершения войны, но она отказалась принять мирный договор и заспавнила себе наемников. Я решил тоже заспавнить наемников. Ну, в общем-то, вы видите. Также, что бы хотелось сказать про Польшу еще? Что же хотела бы я сказать? Я вообще планировал изначально забрать все территории Пруссии, но не получилось, потому что у меня не было ни претензий, ничего. Я успел только Данциг забрать. Ну и в целом, пока у вас на фоне
идет и вся лабуда с восстанием. Я хочу вам сказать то, что я, наверное, на некоторое время уйду с Ютуба. На недельку, наверное, так отдых все возьму, все-таки лето. И так далее. В общем-то, Речь Посполитой была... Ой, Литовское княжество было очень большой занозой в заднице, так скажем. В общем-то, да. И я решил сделать это видео не просто так, про Речь Посполитой. Я вдохновился фильмом 11 сентября 1683 года. Это, если кто не знает, осада Вены. Там что-то, по-моему, около 200 тысяч турок было. Короче, осадили Вену. Вена была в осаде 2 месяца где-то. Да, 2 месяца. И заключительная битва произошла 12 сентября, а не 11, как в фильме показано. В общем-то. И самый прикол в том, что эту крепость в Вене, если мне не изменяет память, удерживали 16 тысяч человек. А турок было что-то в районе 200 тысяч. Не 11, да, 16 тысяч было солдат. А турок было 90 тысяч человек. А в день битвы осталось 55-60 тысяч человек. В общем-то, Мустафа отправил на фланг солдат своих, чтобы задержать резервы, то есть лигу войск саксонских, Речи Посполитой, баварцев, лотаринги и еще там кто-то был. Попытался задержать, но их разбили быстро. И в итоге, пока турки осаждали, их разнесли. По-моему, если мнение... 90 тысяч, но из них 5 тысяч было... 90 тысяч солдат собрали, если мне не изменяет память. Из них 5 тысяч были польские гусары. Это элитная польская кавалерия. Ну, уже не польские, а гусары Речи Посполитой. Короче, я называю польской, потому что мне так удобнее. Да. В общем-то, я решил также решить проблему с Тунисой сразу же и с Речью Посполитой. Ой, Литовским княжеством. Боже, я немножко туплю, извиняюсь. Кстати, о разделах Польши подробнее. В 18 веке, в 1772 году, 1793 году и 1795 году эти все разделы происходили. За 23 года ее полностью разделили. А почему же ее нет на картах 19 века? Потому что она была политически очень слаба. Потому что дворяне там спокойно устраивали бойкоты и так далее. То есть им ничего не могли сделать. И поэтому ее не внесли туда. Да и во-вторых, от нее мало чего осталось. Тогда. Почти с карты ее разнесли. И потом она во времена Наполеона все исчезла с карты, но после Первой мировой войны она снова появилась на карте. Что можно сказать о политике правления, кстати? Вроде бы, как по мне, все правители Речи Посполитой были хорошие. Кстати, первый правитель королевства польского был князем. Потом второй был королем уже, а третий опять князем был. Короче, королевство польское
успело побывать и княжеством, и королевством, и республикой. В общем-то, да. Вот так вот помотала Польшу исторически. Я решил снизить национальное беспокойство из-за моей агрессивной политики аннексации. И позже я решил добить тевтонцев, чтобы забрать у них территорию Пруссии. После того, как я сформировал Речь Посполитой. Прусские территории мне нужны были для контроля на Балтике. И там доход неплохой был. Во-вторых, флотилия мне нужна была. Я решил начать войну против Швеции, союзника России, Российской империи. Но на тот момент, но потом, после этого уведомления, Швеция что-то решила ливнуть. После того, как Россия не стала заступаться за нее. И мне она досталась спокойно, без боя и так далее. Спокойно, не спеша, черемша, 4 карандаша. Да. Не спеша я ее захватил, Швецию, и, можно сказать, забрал Прибалтику. Я Прибалтику путаю с Балканами постоянно. Не знаю, почему так. Ой, особенно Исландию, Гренландию постоянно путаю. Это просто ужас какой-то. Да, что можно еще сказать? Также я бы хотел сказать про польских крылатых гусаров. Про их снаряжение конкретно. Польские крылатые гусары знамениты своими крыльями. А именно вот такая вот конструкция деревянная была, или же металлическая. И на нее крепились перья страусины или же других птиц, чаще всего. И леопардовая шкура. А эти крылья делали, да, скорее всего, для запугивания. Ходит такая теория, то что когда они скачут, это же обычно лошадь скачет со скоростью 20 км в час или больше, они издают характерный звук, типа трещания, для запугивания врагов. Второе, это кирасу они носят. Особый шлем, сейчас скажу, как называется, шлем-шишак с перьевым плюмажом. Или же гельмет. У них много шлемов, 2 вида шлемов было, если не больше. Защиту ног они носили, у бедных шляхтичей она могла отсутствовать, у более состоятельных гусаров иногда имелась латная защита в кирасирском стиле из сегментных набедренников с наколенниками. Наручи и набедренники, кольчужные или отделанные железом кожаные перчатки. Также, как я и говорил, они отличались пикой своей. Она была обычно 4,5-6 метров где-то так в длину. И у них были специальные седла, на которые можно... на бедре была специально, держатель для этого пики, чтобы не весом всем своим бить этой пикой, а именно вот врезаешься, чтобы ты не спал с этой лошади. Так и более практично, и больше урона ты нанесешь. Еще у них было огнестрельное оружие, 1 или 2 пистолета вольстрах, или же укороченный мушкет-бандолет. Сабля у них была, как вы видите на картинке, карабелла, у них это называлось, и кончар, клинок треугольного сечения длиной 130-160 сантиметров с закрытой гардой. В польских крылатых гусаров входили только элитные люди. То есть простолюдин почти не мог туда попасть. Ну еще польские гусары были созданы Вообще их создали очень давно. Польский король восхищался венгерскими всадниками. На то время у венгров была хорошая тяжелая кавалерия. Сейчас я представлю фотографию.
И вот, в общем-то, со временем Польша решила создать свою кавалерию наподобие венгерской. И в итоге эта польская кавалерия стала тяжелой, а венгерская кавалерия стала легкой, после того, как ее османы под себя подмяли. В общем-то, вот так вот иронично. Да, ну, в общем-то, я выиграл войну эту против Российской империи. Забрал территории свои, которые хотел, и принялся разгребать дела, связанные с экономикой. А она у меня была ни к черту. Метафора такая вот. Я знал, что Россия попытается вернуть свои территории, но не знал, как подготовиться, потому что Священная Римская империя не стала бы заступаться за меня, это 100%. Персия заступилась за меня, но она ливнула после этого всего, и я остался один. Испанцы бы тоже не стали за меня заступаться. И вот в чем проблема, я один остался. Банкрот. И тут Священная Римская империя бросает со мной альянс, а Россия уже готовится к атаке. И не смогут шляхтичи отбить Польшу в этот раз. Нидерланды принимают мой альянс, но спойлер, ничего из этого не выйдет, потому что Священная Римская империя нападет на Нидерланды и попытается их захватить. Я не приму бой с Нидерландами из-за того, что... Ой, я не приму предложение Нидерландов вступить за них в бой из-за того, что я не могу банально вести войну на 2 фронта. Это невозможно. Вот такая вот позиция у Речи Посполитой неудобная. На 2 фронта приходится воевать. Угроза, что с европейской стороны, что что с этого, блять, с Прибалтики. Ведь вы поняли. В общем-то, вот так вот. С юга. Во. В общем-то, как вы видите, я просрал войну. Причем сильно. Да. Еще хотел бы добавить, у некоторых польских гусаров был кинжал, булава и надзяк. А еще, не знаю, правда ли это или нет, но некоторые вместо леопардовой шкуры просто красили свою шкуру зверя. Мне кажется, это неправда. Ну и как вы знаете, у поляков был открытый шлем и был вот такой вот с наносником шлем. То есть он не закрывал полностью глаза, но ему не надо было. Вот такие вот дела. Просрал войну против России, потерял территории. Это печально было. В общем-то, не всякая империя... Вообще империя не вечна. Время точит даже камень и сталь. Я думал Лотарингию сформировать в следующем видео. В общем, я проиграл вторую войну против России. И я был немножко в тильте, то что потерял большую часть своих территорий. Но я решил реабилитироваться, забрать территории Венгрии, которые под папским знаменем находятся. И мне еще Священная Римская империя дала денег, потому что она ливала уже на тот момент. И Испания позже дала денег. Тут уже и начинается новая война. Вторая уже. Которой я одержал верх в этой кровопролитной войне. Шли недели.
недели под небом среди молитв вена глохла от пушек и солдат криков. Янычары копали под стены ходы, черный порох рвал башни среди темноты. Голод резал кварталы, как ржавый нож, мертвых ночью таскали под проливной дождь. Император бежал, оставляя дворцы, а под стенами гнили воинов трупы. Мы сидели в седле среди мокрых равнин, шел Собесский сквозь холод и дым. С нами шли австрияки, германский отряд, лотарингский Карл вел свой измученный ряд. Крылья били за спиной под раскаты небес, мы спускались с холмов через лес. Не за сказки о славе и звон серебра мы рубили османов у стен до утра. Сабли в мясо и кровь по копытам рекой, пыли гарь над разбитой турецкой ордой. И пока наши кони ломали им строй, вена хрипло дышала за каменной стеной. Под Веной чадили тысячи вражьих костров. Янычары у рвов ждали новых штурмов. Татары грабили села среди пепелищ, а над лагерем плыл запах крови и бед. Пушки в черной грязи утопали по ось, муэдзины тянули молитвы сквозь злость. И казалось, весь юг, весь османский мир собрался у Вены под знамена визиря. На рассвете ударили пушки с холма, и земля задрожала, как перед концом. Саксония шла, баварцы и австрийцы строем, а пред ними гусары катились грозою. Крылья били за спиной под раскаты небес, мы спускались с холмов через лес. Копья длинные гнулись под первым ударом, мы влетали в ряды, как огонь по османам. Я не помню молитв и красивых речей, только лица уставших и злых палачей, только хруст янычар под копытной стеной и турецкие знамена над мертвой травой. Кто-то падал с седла с развороченным боком, кто-то лез добивать уже пешим потом. Никакой там романтики старых картин, только кровь, пот и грязь среди трупных долин. Мы не думали, кто там святой или нет, нас вела через дым тяжесть прожитых лет. Если Вена падет, то огонь разольется, и еще сотни войн по Европе пройдется. К вечеру турецкий лагерь уже догорал. Кара Мустафа молча на юг отступал. Над Веной стоял запах крови и дыма, и вороны кружили над черной равниной. Мы снимали доспехи у грязной реки, смывая с ладоней чужие мечты. Молчали уставшие люди в ночи, потому что победа не лечит души. Среди молитв Вена глохла от пушек и солдат криков. Янычары копали под стены ходы, черный порох рвал башни среди темноты. Голод резал кварталы, как ржавый нож, мертвых ночью таскали под проливной дождь. Император бежал, оставляя дворцы, а под стенами гнили воинов трупы. Мы сидели в седле среди мокрых равнин, шел Собесский сквозь холод и дым. С нами шли австрияки, германский отряд, лотарингский Карл вел свой измученный ряд. Крылья били за спиной под раскаты небес, мы спускались с холмов через лес. Не за сказки о славе и звон серебра мы рубили османов у
Капли в мясо и кровь по копытам рекой, были гарь над разбитой турецкой ордой. И пока наши кони ломали им строй, Вена хрипло дышала за каменной стеной. Под Веной чадили тысячи вражьих костров. Янычары у рвов ждали новых штурмов. Татары грабили села среди пепелищ, а над лагерем плыл запах крови и бед. Пушки в черной грязи утопали по ось, муэдзины тянули молитвы сквозь злость. И казалось, весь юг, весь османский мир собрался у Вены под знамена визиря. На рассвете ударили пушки с холма, и земля задрожала, как перед концом. Саксония шла, баварцы и австрийцы строем, а пред ними гусары катились грозою. Крылья били за спиной под раскаты небес. Мы спускались с холмов через лес. Копья длинные гнулись под первым ударом. Мы влетали в ряды, как огонь по османам. Я не помню молитв и красивых речей, только лица уставших и злых палачей, только хруст янычар под копытной стеной и турецкие знамена над мертвой травой. Кто-то падал с седла с развороченным боком, кто-то лез добивать уже пешим потом. Никакой там романтики старых картин, только кровь, пот и грязь среди трупных долин. Мы не думали, кто там святой или нет. Нас вела через дым тяжесть прожитых лет. Если Вена падет, то огонь разольется, и еще сотни войн по Европе пройдется. К вечеру турецкий лагерь уже догорал. Кара Мустафа молча на юг отступал. Над Веной стоял запах крови и дыма, и вороны кружили над черной равниной. Мы снимали доспехи у грязной реки, смывая с ладоней чужие мечты. Молчали уставшие люди в ночи, потому что победа не лечит души. Мы псы войны, не дети веры. Наш крест монеты в кошельке. Где дым и крик, там наше место. Где платят, там мы впереди. Не ищем правды в королевствах, не знаем, кто кому судья. Есть строй, есть шаг, есть звон железа, и это вся моя семья. Золото, законы, мера, кровь, цена за каждый шаг. Нету дома, нет и веры, только порох, сталь и мрак. Я был когда-то чьим-то сыном, и мать мне пела у окна. Теперь же имя смыло дымом, и совесть стерла мне война. Мышам деревни не из злобы, просто так велит расчет. Кто слаб, тот станет нашей жертвой, а кто силен, того возьмем в расчет. Золото, законы, мера, кровь, цена за каждый шаг. Нету дома, нет и веры, только Бог.
к плечу, мой брат. Хоть завтра за медяк прирежу. Мы делим хлеб и делим плату, и делим смерть одну на всех же. Сегодня смех, вино и девки, а завтра грязь и в брюхе нож. И нет молитвы в этой сделке. Кто нас купил, тот нам и вождь. Золото, законы, мера, кровь, цена за каждый шаг. Нету дома, нет и веры, только порох, сталь и мрак. Когда паду, не будет плача, лишь сапог пройдет по мне. Я жил не лучше, не иначе. Я жил, как платят на войне. И если Бог нас все же спросит, зачем вы шли сквозь смерть и дым, мы скажем, мир нас не выносит, а мы не созданы иными быть. Пепел в горле, звон в кармане, шрам на теле, как печать. Мы не святы и не в храме, за все нужно ведь платить. Что ж, затяжная война закончилась, и я решил на этом подвести ролик к концу. Моя держава, в конце концов, погибла из-за моих амбиций. То есть я напал на Россию слишком рано, поверив в себя. И вот так вот развалилась держава. Что же я хотел сказать вам? Просто думайте перед тем, как что-либо делать. Вот, например, меня погубили мои же амбиции. Я думал, сейчас захвачу быстро. 2 раза получилось, значит и 3-й смогу. Но переоценил себя. Моя главная ошибка была в том, что я не отрезал армию русскую. Дальше. То есть она прошла через крымские территории, и я не смог ничего сделать. Потому что я застрял в их форте. Этом ёбаном. Ну, что, друзья, на этой печальной ноте наше видео подходит к концу. И счастья вам, друзья. А мне сейчас придется с низким поклоном удалиться. Спасибо за просмотр и не совершайте моих ошибок в стратегиях.